Так, всех приветствую. Сегодня у нас будет бритье вот такой вот бритвой фирмы Merkur Futur. Сейчас нанесем крем и тогда уже поговорим дальше. Крем мы будем наносить жилет, так как бреемся двухсторонними лезвиями. Так, нанесем, чтобы немножко она у нас впиталась в кожу, в щетину, и чтобы немножко ее размягчило. Ну, а пока поговорим о нашей бритве. Значит, повторюсь, это фирма Merkur, модель Futur. Ну, если честно сказать, будущее, конечно, я представлял чуть-чуть другим, но это отошло от темы. Значит, открытие у нас происходит вот так вот. Мы кладем лезвие и опять же закрываем. Закрыть мы можем с одной и с другой стороны, но есть тоже свои неудобства. Это о них уже потом. Стоит регулировка от 6 до единицы. Балансировка у нас, сейчас я сделаю так вот, чтобы она балансировка находится примерно вот в этой части. То есть как раз вот где у нас сделано крепление под руку, под пальцы. Вес примерно 130 грамм, такой увесистый станок. Значит, регулировку нужно делать только когда вы станок не используете еще, ну, пока еще нет лезвий, выставляете. Я выставил, я попробовал на всех режимах, но самый такой оптимальный для меня это примерно 4. 3 это у нас, ну, единица это сильно уж как-то мягкое бритье, а 6, ну, я не скажу, что оно агрессивное. Самое агрессивное бритье это было у меня бритвой Клемок с односторонними лезвиями джем. Вот. Неудобно, что в ручке имеется нету насечки. Это тоже неудобно. Так, ну в общем, смотрите, мы открываем бритву, кладем сюда наше лезвие и закрываем, защелкиваем голову. Сейчас уже очень неудобно и регулировать наклон лезвия, потому что может сорваться и руки порежете. Хотя хоть тут и есть вот такой вот, в этот можно вставить ноготь и чуть-чуть ногтем регулировать. Значит, еще раз наносим чуть-чуть крема. И начинаем наше бритье. Значит, лезвия используются вот такие. Это мне еще с Америки прислали. Да, по-моему, это они, Денис с Америки прислал. Приветствую, если ты меня смотришь. Значит так, начинаем бритье. Сразу можно сказать, ну, как и преимущество, ну и как недостаток. Очень тяжелая бритва. Из недостатка, ну, немножко в руке неудобно, а из достатков, из преимуществ, это то, что вы можете просто кладете лезвие, кладете бритву и просто ее ведете по коже. Она сама своим весом его прижимает. В этой бритве
вот как раз вот есть неудобство. За счет того, что у него выполнена вот так голова, очень неудобно над верхней губой манипулировать. К весу потихонечку вы привыкнете. К весу потихонечку вы все равно привыкнете. Но для этого понадобится немножко времени. Я пеной сильно не пользуюсь. Это пена моих сыновей. И как бы получается, очень с непривычки, то переборщишь ее, то не доборщишь. И теперь начнем наш второй проход. Скажу, что удобство тяжелой головы, когда вы начинаете бритье против роста волос, как раз и появляется все удобство. Очень удобно, даже не напрягаясь, просто поддерживаю пальцем большим чуть-чуть, и у меня идет бритье. То есть в этом плане, конечно, она очень удобная. И с этой стороны тоже. То есть, ну, как бы да, очень удобно. Выбривает она очень хорошо, нет агрессии. Ну, опять же, можно вот поставить его аккуратненько. Сейчас вот ногтем я поддержу и аккуратненько поставлю на шестерку. Вот поставлю на шестерку. Ну, сказать, что она стала агрессивнее, я вообще не могу. Есть небольшое, такое небольшое ну, чувство агрессивности, но оно очень маленькое. Так, здесь мы все сделали. Сейчас мы это все и сразу все это так. Использовать сегодня будем вот такой Solo Loif Platinum. Так, ну как бы приятный запах. Значит, после того, как мы побрились и используем одеколон или туалетную воду, но жжение еле-еле заметное. Хотя, скорее всего, из-за того, что это вот новое лезвие. На новом лезвии, как я только первый раз побреюсь, оно чувствуется. Во второй раз, когда уже выравнивается вся острота лишняя, уже более мягкое бритье.
Давайте посмотрим, что у нас, какие у нас есть удобства, неудобства. Значит, из неудобств это то, что нету на ручке не нанесена никакая насечка, чтобы можно было, ну, чтобы она более держалась, потому что на влажных руках она у вас просто скользит, очень неудобно. Также влажными руками очень тяжело открыть. Есть вариант, что может соскочить рука, хотя надо вот так вот с самого низа. Ну, видите, то есть, и все, и она, ну, открылась, но начинает скользить. И то, что регулировку нельзя сделать, неудобно сделать, когда бреешься, но это не важно, потому что сама регулировка, вы уже когда знаете, попробовали, как бриться, у вас она установлена, и она у вас будет постоянно практически на одной и той же, на одном и том же номере. Периодически вы будете там выставлять, допустим, если вам надо там какой-то проход пройти более жестче. Значит, по весу, когда мы бреемся, есть это как и преимущество, но так же как и недостаток. То есть преимущество, потому что мы просто кладем бритву в голову и идем. Особенно очень удобно снизу. Отбалансировано, вот когда держишь вот так вот. Балансировка очень удобная. Тут, ну, все, то есть тут даже как бы не надо ничего делать. Но вот новичку, наверное, очень тяжело будет изначально из-за веса. Ну, сказать, что эта бритва там будет у меня как-то в фаворитах, я этого не скажу. Придачу, эта бритва была куплена под заказ. Она уйдет в Украину. Я просто ее протестил для себя. Ну, если вы хотите иметь такую бритву у себя в коллекции, я думаю, что это можно ее купить. Я ее купил за 20 фунтов на eBay. Стоит она, по-моему, до $100, если что. Ну, может быть, я в этих ценах я не знаю. Но если вы хотите, да, экземпляр достойный, достойное техническое решение. Ну, а многие технические решения — это скопированные решения уже использованного, когда-то сделанного, чуть-чуть и немножко измененного. Так что, если у вас будут какие-то вопросы по этой бритве, вы можете смело задавать. Ну, а так, спасибо всем, до новых встреч, и увидимся уже на тестировании другой бритвы.